Отвод войск в станице Луганской может состояться уже в четверг, если боевики снова не нарушат перемирие. Об этом заявили военные. Однако в самой станице надеются, что украинские бойцы останутся в поселке. И жители, и власти требуют пересмотреть решение о разведении сторон на этом участке. Чего боятся, выяснял Алексей Кашпаровский. В станице Луганской по-прежнему слышны выстрелы, но подготовка к отводу вооружений идет полным ходом. Было там пару пулеметных. І там далі, на тому железнодорожному мосту, пару приходового було чутно. Уходить с обжитых позиций военные не хотят. Говорят, слишком много крови пролито за этот кусочек земли. Но приказ об отводе выполнят. Правда, бойцы не верят, что противник поступит так же. Ми знаємо за оперативними даними, що вони не тільки не розбирають свої інженерні споруди, вони їх укріплюють і ще й доозброюють. Приміром, позавчора вже у них на їхньому спостережному пункті з'явилось 2 зенітних установки. Военные уже сообщили об этом наблюдателям ОБСЕ, однако те пока никак не отреагировали. Против отвода войск не только боевики, но и жители самой станицы Луганской. Они опасаются, что в таком случае противник попытается продвинуться вперед, и боевые действия вспыхнут с новой силой. Свое возмущение люди не скрывают. Почему вы хотите отвезти? Вот я вам задаю вопрос. Почему? В Минске договариваются об этом. В Минске. Пусть Минск приедет сюда и посмотрит. После разведения сторон улица, на которой живет Светлана, окажется в так называемой серой зоне. Отвод войск женщина считает уловкой боевиков. Здесь спят и видят станицу захватить. Разговоры на протяжении 2,5 лет они не прекращались. Что здесь будет ЛНР, понимаете, и сюда зайдут эти гопники путинские. Опасения людей разделяют и местные власти. Говорят, отвод войск повлияет на жизнь всего района. Если произойдет отведение войск, то часть и административных, и та ж налоговая, и здания БТИ, где хранятся определенные документы, архив имеется, они окажутся в серой зоне, и гарантировать им безопасность на сегодня никто не сможет. Военные уверяют, если боевики попытаются нарушить соглашение, то в течение 10 минут бойцы вернутся на позиции. Из Луганской области Алексей Кашпаровский, Алексей Соливон, Андрей Лыс. События, канал Украина.